Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Хирака Шинджи. Давно стоило его разобрать, ибо, как я понял из ваших комментариев, вы любите данного персонажа, поэтому я исправляю ошибку. Ролик позиционируется как базовый, я напомню вам, кто такой Шинджи, чем он дышит, расскажу о его способностях и, конечно же, интересных моментах из новеллы не только. Приятного просмотра, я начинаю. Шинджи достаточно древний капитан, ибо в этой должности он находился еще за 110 лет до основных событий, думаю, вы все прекрасно знаете, какую роль он выполнял. В истории он действует в качестве кента-ментора, который разве что неформально направляет блестящего товарища, как и было на примере с Урахарой, который неуверенно чувствовал себя в новой должности капитана. Именно лидерский подход Шинджи дает Киске понимание, как нужно делегировать обязанности и держаться уверенно с учениками или же подчиненными. Что самое интересное, эту информацию прекрасно усвоит Урахара и в дальнейшем сам обучит Ичиго азам, как быть шинигами, так что можно сказать, что косвенно Шинджи обучал Ичиго еще до их первой встречи в роли Вайзарда-изгнанника. Как мы знаем, весь изюм или фишка Хирака зарыта в его изгнании, которое подстроил Айзен, бог наш. Пустификация лейтенантов и капитанов, в том числе самого Шинджи, и дальнейший вердикт о уничтожении такой боевой силы от Совета 46 будет роковой ошибкой общества душ. Но для нас интересен не факт самого происшествия, а его нарративная составляющая, а именно взаимоотношения Хирака и других персонажей манги. Ведь как раз через них мы составляем четче и лучший автопортрет героя сегодняшнего ролика. Хотелось бы сказать, что наш блондинчик является самым человым капитаном, он общается с подчиненными и коллегами небрежно, добавляя в диалоги легкомысленности, раскрывая тем самым собеседников, но не всегда. Зачастую он говорит прямо, без капли лжи и уловок, почти всегда комично. И как ты понял, любит потрольбасить, в частности над Хиори, с ней он вообще выдает такие мемасные гримасы, что порой страшно становится, как вообще такого человека взяли в капитаны. Хоть он и пытается держаться со всеми на позитиве, он не слишком глубоко взирает в суть людей, как, например, нам на контрасте демонстрируют в начале арки Маятника, когда Шинджи увидел в Урахаре не опасного человека с большими возможностями, а простофилю, в отличие от Айзена, который тут же переменился в настроении. Такая позиция была продемонстрирована от Хирака в первую очередь из-за того, что он увидел в Киске самого себя, точнее его более молодую версию, как это и было сказано. Эта недальновидность будет главной ошибкой Шинджи, ибо именно из-за пренебрежения он будет предан экспериментам. Если вкратце, то он довольно предвзятый человек. Например, он знал, что Айзен представляет опасность и взял его под свое крыло, якобы для наблюдения. Но именно из-за этого и просчитался, считая свои методы достаточными. Из-за собственной предвзятости он не удосужился наладить отношения с Соски, не изучил его, как делал с остальными людьми, выказывая им дружескую позицию. Именно поэтому на протяжении целого месяца он не смог различить подмену своего лейтенанта, ибо просто-напросто не знал, кто на самом деле Айзен, какие у него увлечения, походка, манера и другие мелочи. Недостаточные интересы, опять-таки предвзятость к людям, сыграют злую шутку с ним и обратят в пустого, далее изгнав из сообщества душ. И то изгнание получится не благодаря своим силам, ибо Шинджи изначально вообще должны были убить по решению совета, а благодаря Урахаре, которому в свою очередь он выказал интерес. Интересная ситуация получается, не правда ли? Ведь если бы у Шинджи было равное отношение к его окружению, он бы получал не только выгоду с общения, но и предотвращал бы опасные ситуации, последствия которых чуть не убили тебя, твоих товарищей, и вдобавок эти ошибки определили будущее и легли в основу дальнейшей мотивации персонажа. Я говорю о моменте в становлении Вайзардами. Именно в данной роли раскрывается позиция Хирака и в большинстве остальных: отомстить Айзену и по возможности очистить свое имя, но не для того, чтобы вернуться на свои должности. Ведь в диалоге Шинджи и Ямамото первый четко дает нам понимание: он и бывший член Йотея не друзья сообществу душ, а друзья Ичиго Куросаки, что слегка настораживает старика. Грубо говоря, интерпретация фразы «враг моего врага – мой друг». И хоть обычно путь мести в большинстве случаев мало к чему приводит, здесь иронично вышло наоборот. Отомстив Айзену, Шинджи и другие Вайзарды окажутся прощены и очищены от преступлений, которые не совершали. Еще раз напоминаю, в глазах Совета 46 жертвы пустификации виновны в том, какими гибридами они стали. Да, я уже много раз говорил о том, какие это нехорошие люди. Вернут Вайзардов, кстати, также на абсолютно бредовые
бредовых условиях. Кто не знал, им нельзя использовать свои маски пустых на территории Сейритея. Поэтому даже для тренировки Кенсею пришлось выводить Хисаги где-то за округи Рукангая, а при нападении Штернриттеров мы так и не увидим ни одной надетой маски у капитанов и лейтенантов на территории сражения, за исключением Дворца Короля Душ. Напрашивается вопрос, почему? А потому что Совет 46 запретил. Но что самое обидное, это то, что Хирака и так имеет крайне специфичный банкай, минус которого возможность использования в редких случаях, когда тебя окружили враги. А тут еще и маску нельзя юзать против Квинси, контроль которых по природе сил являются пустые. Жесть, но об этом позже. Кстати, об арке ТКВ. В ней значение Шинджи, как и других вайзардов, не просто минимизировано, оно уходит в минус. Ибо нам не показали никакого развития столь интересной группы синегами с возможностью пустых. Хирака помажется с бомбочкой, она же Бомби это Бастербойн. Быстренько отлетит и так до сражения с Жираром, где тоже особо ничего не покажет. Бесполезным во всей арке он, конечно же, не будет, но и сверхимпактовым тоже. Хотя тут еще нужно будет подумать, ибо как вы уже поняли из трейлера, будут доп сражения с участием блондинчика, где он даже банкай заюзает, который до этого был только в новеллах. Так что может быть и такое, что аниме окажется каноничнее манги, и сказанные сейчас слова будут не актуальны. Поживем, увидим. Моральная же составляющая в ТКВ у Шинджи тоже мизерная. Могу лишь сказать то, что он стал более внимательным человеком, и как мы можем заметить, с той же Хинамори он теперь таскается практически постоянно, при этом поддерживая общение, узнавая ее день за днем. Как говорится, Айзен делает людей лучше, указывая им на их ошибки. Кстати, о нем. Во славу Айзена, бога нашего. Именно с такими словами я создал мерч. Футболка с изображением Айзена, который вырвался из Мукена. Его силы достаточно, чтобы закрыть врата ада или наоборот принести ад в этот мир. Его реакции усилены и теперь видно обычному человеку, а в руках же воплощение греха вселенной Блич. Труп, раньше именуемый Яхве Бахом, ныне король душ. И лишь Айзену решать, каким путем пойти, созидать или уничтожать. Вы часто спрашивали, как вступить в ряды айзенианства, вот вам ответ. Это шикарная футболка, предзаказ будет идти 2 недели, стоимость 2190 рублей. Напиши моему боту в Telegram, заполнив анкету, или напрямую перейди к ней по ссылке в описании, и через 100 заявок или же 14 дней мы запустим производство. Во имя Айзена, братья и сестры, бога нашего. Ну а за поддержку канала спасибо большое Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Ну и поговорим о способностях и моментах с новелл. Как вы понимаете, Шинджи является сильным капитаном. Его основная мощь обусловлена в первую очередь его боевым опытом благодаря своему возрасту, ибо на данный момент он является одним из древнейших капитанов Йотея. И конечно же силе пустого, пусть которая и находится под запретом, но во Дворце Короля Душ он ее опять-таки юзал. Хирака, конечно же, владеет сюмпо, кидо и мастерски владеет мечом. Это база, которую должен уметь любой капитан. Сейчас где-то Зараки такой, что? Однако это обилие способностей не развито до совершенства, поэтому его можно считать универсальным бойцом без одного единого направления. Самым интересным в плане боевых способностей являются, конечно же, способности Занпакта. Его имя Саканаде, примерное значение обратная ласка, команда высвобождения Шикая распадайся. Клинок начинает преобразовываться, в конце рукояти появляется кольцо, от чего Шинджи крутит свой меч. Это, кстати, характерное движение Шикая, а по лезвию появляются 5 отверстий, якобы отсылка к 5 чувствам, которые вводит по кругу или же путает Саканаде. Подробнее об этом. Главная способность Шикая — Сакасама но Цекай. В переводе перевернутый мир. Заметить ее можно по розоватому туману вокруг, вдохнув который на цель начинает действовать путаница. Что примечательно, эту способность можно использовать не только на одной цели. Их по сути неограниченное количество, вопрос лишь в адаптивности и силе самой цели. Под действием перевертыша у соперника все меняется местами: вверх, низ, стороны, направление как атак, так и мест ранения. Это достаточно эффективная техника, однако впервые нам показали ее на таком монстре как Айзен, который быстро приспособился к ней и законтрил. Но давайте я вам расскажу о крайне креативном применении перевертыша. Ведь он способен законтрить Шикай Айзена. Интригует? Дело в том, что он может быть применим не только на врагах, но и на союзниках.
Кайзен Саймен Айзена был скопирован клановым Занпакта Цунаяшира, ролик по нему до сих пор готовится. Шинджи спас Хисаги от Шикая Айзена своим Шикаем, просто поменяв восприятие сторону Шухея. Как позже прокомментировал сам Хирака, он хотел использовать эту способность на Ичиго, если бы Айзен захотел кинуть его в гипноз. Ну а теперь самое интересное, то чего не было в манге, однако было в новелле и даже в аниме, по крайней мере в тизере. Банкай Шинджи. Сакашима Йокошима Хаппа Фусагари. Перевернутое на голову злое преграждение от всех чудовищ. Форма меча меняется, кольцо, которое было позади рукояти, теперь виднеется и спереди. А само его лезвие сзади я чуть позже покажу. В дополнение к самому клинку мы видим целую платформу, которая может быть преобразована в кокон. Это отсылка к цветку с названием Ямато Недесико. Было даже аниме с таким названием. Вот если что сам цветок. Так вот. В центре цветка стоит сам Шинджи, от него отходит 6 металлических лепестков, которые по внешнему виду напоминают еще языки пламени. Крайне эффектная по внешнему виду способность, но в чем ее суть? Для начала стоит отметить, это тот тип банкаев, как у Кюраку, Ямамото, Унаханы и у Китака, и опять-таки со слов Кюраку. То есть их объединяет одно отличие. Их банкаи могут навредить всем окружающим. Они не понимают и не различают союзников и врагов. А радиус имеют достаточно большой. Принцип действия один – перевернуть понимание всего окружения. Захватить не только чувства, но и понимание времени и самой концепции души. В каком-то роде это даже сильнее, чем Шикай Айзена. Под воздействием банкая и, конечно же, Риацу Шинджи все окружение начинает убивать друг друга, как под вспышкой агрессии. Сам же он в этот момент скрывается в бутоне своего цветка, защищаясь от внешних атак. Крайне крысиная способность на самом деле, активировав которую можно было отыметь всех статистов армии Ванденрейха, а то и некоторых Штернриттеров при начале арки ТКВ. Но у банкая есть еще одна слабость. Кроется она в исключениях применения. Да, во-первых, должна быть группа врагов, ибо на одну цель это не подействует. Во-вторых, если у цели Риацу больше, чем у Шинджи, она сможет развеять эффект банкая. Как говорилось, на того же Айзена такой банкай не подействует от слова совсем. В новелле демонстрация способности была против целой армии пустых уровня Адьюкаса. Эта армия знатно напрягала отряд Синигами, пустых и даже Квинси под командованием Кюраку, текущего главкома. Однако была развалена одним банкаем Шинджи, как только поблизости не оказалось союзников. Крутая, пусть и узкоприменимая способность. Ну и вишенкой на торте будет тот факт, что этот банкай, как и остальные способности, может быть усилен, конечно же, маской пустого. В ней он действительно повышает все свои физические показатели, но как по мне, главным бонусом является возможность использовать Сэра, а соответственно Санида в теории. И конечно же, банкай под маской можно использовать на более сильных противников. Такой вот приятный баф. Что же касается визуала, у Шинджи самая большая маска из всех вайзардов. Здесь, кстати, присутствует и символизм, ибо он является их внегласным лидером. И его маска олицетворяет лидерство, ибо напоминает лицо фараона. И более того, этот силуэт не только на фронтальной части, но и на тыловой в виде лент, которые опускаются к шее. А теперь интересные факты. Шинджи один из самых стильных ребят в Бличе, он менял образы так же часто, как и Майури, любимчик Куба. А сам его образ напоминает его музыкальную тему Gorillaz, только опять-таки в стиле Тайто. Кстати, о музыке, он предпочитает джаз. И в сцене Маятника мы видим целую музыкальную установку у него в покоях. Есть еще одна интересность, но как по мне, это такой около бред. В клубе Куба тот как-то обмолвился, что в теории вайзарды могут юзать ресуррекцион как полноценные аранкары, но как по мне это лютые читы. А теперь подробнее о его клинке в банкае. Форма, если честно, на любителя. Оказывается, тут два кольца. Да и вообще применять его та еще запара, но смотрится достаточно оригинально. На этом и закончим. С тобой был Рабаши, благодарю за просмотр и рекомендую подписаться. Впереди несколько месяцев видосов по Бличу, если не лет. Ибо разбирать я буду все куры. Присоединяйся, короче, как к каналу, так и к соцсетям. И увидимся в следующем видосе Чумба. Пысы, спасибо шейхам за поддержку на Бусти.